Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем шить вот такое детское одеяло 100 на 100 сантиметров в технике Барджела. Для этого нам понадобится 10 расцветок ткани, растяжка от темного к светлому или от яркого к светлому, как вам больше нравится. Нужно будет 2 полосы 6,5 на 140 сантиметров каждого цвета. Выкладываем наши полоски и сшиваем с припуском 0,7 сантиметров. Вот такая заготовочка у меня для детали Б. Вот так она будет выглядеть. Заготовка для детали А выглядит точно так же, только нам ее нужно сострочить в трубу. Итак, мы будем нарезать нулевой ряд 1 деталь, остальные детали по 2. Отрезаем полоску и наклеиваем стикер с номером ряда. Следим, чтобы горизонтальная линейка совпадала с горизонтальными строчками на заготовке, чтобы у нас не получились ромбы. Стикеры лучше заготовить заранее, это упростит вам работу. Заготовку Б нарезаем точно так же. Я складывала ее пополам, не прострачивая, просто сложила для того, чтобы было удобнее нарезать. Ширина полос такая же. Нулевой ряд 4,5 сантиметра и так далее. Вот я нарезала заготовку Б. Вот так она у нас будет выглядеть в одеяле. Теперь нам нужно распороть заготовку А согласно нашему эскизу. Вот крупный план, если вы будете распарывать полосы самостоятельно. Двенадцатый ряд. Первая ткань сверху, 10-я снизу. Первая ткань, вот 10-я, между ними мы распарываем строчку. Для того, чтобы легко распороть строчку, с одной стороны строчку мы распарывателем распарываем на расстоянии примерно 5-7 мм. Затем с другой стороны поддеваем ниточку и тянем. Все ниточки с другой стороны вытягиваются, и наша строчка аккуратно распорота.
Теперь мы переклеиваем стикер на самую верхнюю деталь. Со второй полосой мы поступаем точно так же. Так как у нас заготовки Б будут снизу от заготовок А, то мы сразу будем их прикалывать. Вот я беру заготовку Б, тоже 12 ряд, и прикалываю снизу булавочкой. Вот так мы потом прострочим. Откладываем в сторонку. Со вторыми заготовками поступаем так же. Скалываем 12 А ряд и 12 Б ряд вместе. Теперь 11 ряд. Сверху у нас третий цвет, снизу второй. Ищем третий цвет. Между третьим и вторым нам нужно распороть. Также переклеиваем стикер на верхнюю деталь. Также продолжаем прикалывать полоски от заготовки Б к полоскам от заготовки А. Десятый ряд. Сверху пятая ткань, снизу четвертая. Вот пятая и четвертая, между ними распарываем. Девятый ряд. Сверху седьмая, снизу шестая. На седьмую клею стикер, между седьмой и шестой распарываю. Восьмой ряд. Сверху девятая ткань, снизу восьмая. Ищем девятую ткань, клеим на нее стикер.
7 ряд. Сверху первая ткань, снизу 10. Шестой ряд. Сверху третья ткань, снизу вторая. Пятый ряд. Сверху пятая ткань, снизу четвертая. Стикер клеим всегда на верхнюю деталь. Четвертый ряд. Сверху седьмая ткань, снизу шестая. Третий ряд. Сверху девятая ткань, снизу восьмая. Девятая у меня серенькая, я уже запомнила. Второй ряд. Сверху первая ткань, снизу десятая.
Первый ряд. Сверху третья ткань, снизу вторая. Нулевой ряд, сверху пятая ткань, снизу четвертая. Теперь мы будем прострачивать эти детали вот так, цепочкой. Вот так у нас получится, когда мы все сошьем. Вот я прострочила все цепочкой, чтобы сэкономить нитки и время. Теперь я разрежу нитку между заготовками. И буду выкладывать ступеньками вот так наши ленты от центра. А затем нам нужно будет распороть. Вот так у нас есть заготовка А и заготовка Б. Теперь нам нужно отпороть низ заготовки Б и верх заготовки А. Вот эти выступающие хвостики. И перенести вниз и вверх, чтобы у нас получилось квадратное одеяло. Вот я буду здесь под единичкой отпарывать. Потом отступлю 20 полосок вверх и отпарю сверху. Вы можете по-другому, например, здесь и здесь отпороть и перенести верхнюю часть сюда. Получится другой орнамент. Итак, вот я смотрю. На заготовке Б между первой и второй деталью я буду распарывать. И теперь я переношу эту нижнюю часть вверх, вот отсюда, сюда. И также скалываю булавкой, чтобы потом сшить. Следующая заготовка у меня распарывается между двойкой и тройкой. И так будет далее происходить сдвиг на одну ступень. Потом между тройкой и четверкой, между четверкой и пятеркой и так далее. Вот так я выложила свою заготовку и стикерами отметила места, где я буду распарывать. Вот так я перенесла вверх заготовку, теперь верхний угол вниз. Вот я отпарываю верхние три детали, стикер я переклеила на верхнюю деталь, которая у нас будет на одеяле верхняя. А эти три детальки я перенесу вниз. Сюда прикалываю также булавкой. И также поступлю с остальными двумя рядами, которые у нас выходили за рамки одеяла. Вот так в итоге у нас получится еще не сшитое одеяло. Теперь нам нужно сшить вертикальные полосы. Смотрите, мы заутюживали все припуски в одну сторону. Но если мы так будем сшивать, то у нас здесь будет утолщение. Оно нам не нужно. Поэтому мы берем и через один ряд заутюживаем припуски в другую сторону, чтобы у нас получились замочки. Я, например, выбрала четные ряды и все четные ряды заутюжила в другую сторону. Не забудьте снять стикеры, когда будете утюжить, иначе может остаться клей.
Вот так я сострочила 2 полосы. Смотрите, 4-ю, 5-ю. А дальше, не разрезая нитки, я строчу следующие. 6-ю, 7-ю, потом 8-ю, 9-ю и так далее. Затем я разрежу эти нитки и уже буду собирать эти блоки из 2 полос в блоки из 4 полос. Вот так. Видите? После заутюжки у нас сошлись замочки. Здесь я закалываю даже 2 булавками, потому что здесь строчки будут расходиться, замочки будут открываться. Вот предыдущую строчку я строчила даже не закалывая, потому что здесь замочки наоборот смыкались. Кто не понимает, о чем я, смотрите видео про идеальные стыки. А я сшила уже половину одеяла и разутюжила швы в разные стороны. Вот такая красота у нас получается. Вот смотрите на эскизе, правая сторона уже сшита, а левая еще нет. В итоге у нас получается вот такое одеяло. А это дизайн небольшого одеяла для тех, кто хочет сшить 2 на 2. Вот достаточно сшить вместе 4 таких маленьких одеяла и получится вот так. Можно сшить 2 целых одеяла и добавить по половинке по бокам. И вот такой дизайн для тех, кто хочет, чтобы сердечко получалось в центре. Я шила вот такое одеяло, оно 100 на 140, у него немножко другой орнамент получился за счет того, что я использовала 14 полос разного цвета, а не 10. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с подпиской, чтобы не пропускать уведомления. До скорых встреч!